Всем привет! Сегодня у нас расклад, какую сферу жизни вам нужно почистить срочно. И прежде чем начать, сразу скажу. Вот не обижайтесь только, да, но этот расклад, не для мнительных людей. Вот никак не для мнительных, потому что знаю по себе, по своему опыту, что многие женщины выдумывают себе порчи, сглазы и прочее, прочее, прочее. Вот за подтверждением того, что на вас порча или сглаз, это, знаете, туда куда-нибудь. Понимаете? Потому что, вот давайте объективно, у 99% женщин только мнительность. Никаких порч, никаких сглазов, ничего. А плохие люди, так назовем их, этим пользуются. Чтобы потом их почистить, да, потому что я на примере знаю много таких якобы практиков, которые «мы тебя почистим, на тебе сглаз» и так далее и тому подобное. Нет. 99,9% никаких магических войн не идет, никаких порч сглазов нет, только есть мнительность. Я знаю, что многим это не нравится, потому что те, которые мнительные люди, они прям на 100% уверены. Вот знаете, за лапшой на другие каналы я не гонюсь за подписчиками, не гонюсь. Шизотерии я не позволю. Поэтому, если хотите найти у себя чего-нибудь, это уже туда. Вам там скажут, у вас там и сглаз, и чего только нету. Сами подумайте, чтобы сделать сглаз, человек, во-первых, который должен сделать сглаз, должен жить в дзене прям. Вот в дзене. Почему? Потому что энергии много нужно на то, чтобы навести сглаз, порчу и так далее. И поэтому человек, который может навести сглаз, как минимум живет в деревне. Никакого города, это 100%. Человек живет в городе и говорит, сейчас порчу наведу. Нет. Город, он забирает энергию. Никакого дзена, никакого ничего. У нее свою бы энергию-то дотащить, как говорится, до унитаза. Поэтому не верьте в такое, ладно? Но я знаю, вы у меня все умнички. Я чуть матом не сказал. В хрень во всякую не верите. Поэтому будем смотреть реально. И сигнификация будет, почему тебе кажется, что тебе нужна чистка. Не кто ты, что ты за человек, да, а то у меня каждый у себя сразу с глаз порчу найдет. Нет, мы с вами без шизотерии, мы с вами осознанные люди, да, не люблю я это слово, но все-таки осознанные. Без вот этой вот херни в голове, извините меня за выражение. Хотите найти у себя сглаз или порчу, откройте Авито, найдите там вот этих вот гадалок и так далее, и там вам по 10 сглазов, по 10 порчей сразу найдут. Поэтому мы будем смотреть объективно, по правде и с сигнификацией, как говорится, нормальной. Итак, да, кстати, вышла 4-я колода Таро нейроведьмы и деда, и в 4-й колоде не будет карты дед. Будет нейроведьма, неурович. Я на английском плохо разговариваю, хотя сейчас те, кто слушает меня на английском языке, вообще не поняли, как это он плохо разговаривает. Так, я думаю, что начнем. Чего тянуть, да? Кстати, на Бусти можете взять макет, независимо в какой вы стране находитесь. Бусти доступно из всех стран. Единственное, если вы живете в Антарктиде, то придется где-то несколько тысяч километров проплыть. Потому что в Антарктиде интернета нет. Итак, давайте начнем наш расклад.
Милые единички, почему тебе кажется, что тебе нужна чистка, а у тебя внутри дисбаланс? Потому что вроде вот все на поверхности, там хорошо, стабильно, денежка есть, там быт устроен, но внутри скапливаются вот эти мелкие нерешенные вопросы. Как будто вот, знаешь, как будто вот в углу комнаты пыль годами лежит. Вроде она не мешает, да, но прям раздражает, когда ты в голове-то знаешь. И в голове постоянно вертятся мысли о том, что пора разгрести вот эти залежи. Ты уже заметила, что ты стала чаще раздражаться из-за всяких пустяков. Ловишь себя на вот этом чувстве тяжести. И причин нет этой тяжести, но есть. Тяжесть есть, а причин нет. И вот это сигнал. Тело и твой ум, они кричат, что пора остановиться и вот эту ревизию провести. И ты понимаешь, что текущий порядок — это, как говорится, только обертка. А за вот этой оберткой копится хлам, а не конфетка. А хлам из чего? Из старых обязательств, из невысказанных обид, дел, которые ты годами откладываешь. Проживание арканов ты до сих пор «хочу-хочу», но не идешь. И не хочешь признаваться даже сама себе, но ты чувствуешь, если сейчас не взяться за вот это все, через полгодика, через год будет совсем труба. Хуже будет, я имею в виду, а то кто меня на других языках смотрит, они не поняли, почему труба. Итак, какую сферу жизни нужно срочно почистить? Тебе, знаешь, тебе разобраться нужно с работой. Ну вот с тем, что отнимает у тебя большую часть времени. Сейчас ты как белка в колесе. Делаешь одно и то же, но без реального движения вперед. Проекты, которые уже радости не приносят, обязанности, как как их, картошку хреновой делает, как ее, сорняки. Обязанности у тебя как сорняки по всему огороду. Токсичные договоренности, где тебя используют. Ты договорилась там помогать коллеге раз в неделю, а теперь это стало как ежедневный ритуал помощи коллеге. Или подработки ты берешь, которые съедают у тебя все выходные, но ни развития, ни нормальных денег не дает. И это вот та сфера, где ты забываешь спросить себя, а мне вот это все нахрена нужно? Разгрести, почистить. Это вот как раз не эзотерическое, да, в твоем случае, а из твоего графика нужно все выкинуть, что не ведет тебя к твоим целям, и перестать тратить силы на то, что давно стало якорем. Понимаешь? Какой совет? Главное, не сиди сложа руки. Но и не бросайся, как говорится, в драку со всеми подряд. Выбери одну точку, где давление вот сильнее всего. Начальник вон тебя скидывает на тебя свои задачи. И вместо того, чтобы молча соглашаться, скажи ему: я это сделаю, но тогда вот этот проект, там какой-то, твоя задача, что такое заговорился, второстепенная, перенесется там на месяц. То есть не делай два, сразу говори, а вот это я тогда сделаю только через год. Выбирайте, что сейчас приоритет, говори ему. Понимаешь? Чувствуешь, что увязла в рутине. Выдели 1 часик там в пятницу, да, и отмени все встречи свои. Потрать время, чтобы вот все свои задачи выписать и вычеркнуть из них хотя бы 3 навсегда. Прям вот берешь, вычеркиваешь. И не объясняй никому, почему ты это делаешь. Просто перестань их делать. Но и от новых возможностей не закрывайся. Если предложат интересный вариант, конечно, дай себе там 2 дня подумать, а не отвечай сразу на автомате, на автопилоте «нет». Понимаешь? То есть почистить, разгрести свои обязанности тебе нужно на работе. А ты что думала, с глаз скажу? Да хрен там упал. Итак,
Ну, я что-то разошелся. Так, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки у меня попались. Вот попались. Ну, сначала, почему тебе кажется, что чистка тебе нужна сигнификация? А тебе кажется, что вот жизнь почистить пора, потому что ты в прошлом застрял. И это просто, ну, мешает тебе дышать. Ты прям вот живешь, ты вот прям вот корни аж пустила в старые отношения, в старые ситуации, где тебе комфортно было. Но сейчас они уже не работают. Эти воспоминания о тебе как якорь в попе. На месте тебя держат и двигаться вперед не дают. Ты пытаешься воссоздать вот тот уют, ту безопасность, но мир-то изменился. А ты все цепляешься за то, что было. И внутри у тебя ощущение, что ты на месте топчешься, хотя внешне все вроде нормально. Но вот эта ностальгия по прошлому, она ловушкой стала. Ты сравниваешь сейчасшний, да? В кураптоновском языке есть такое слово. Я с вами не на русском языке разговариваю, а на кураптоновском. И вот ты сейчасшние события сравниваешь с тем, что было тогда. И, конечно же, что? Тогда выигрывает. Ты теряешь радость от сегодняшнего дня. Знаешь, пора признать то, что раньше было, то, что тебя раньше грело. Сейчас оно стало грузом. Ты держишься за вот эти старые привычки, старые людей, даже за вещи, которые уже, ну, просто вот не вписываются в твою сейчасшнюю жизнь. И это создает дисбаланс. С одной стороны, ты хочешь стабильности, а с другой стороны, ты задыхаешься от отсутствия движения. Чистка нужна, чтобы место для нового освободить, а не таскать за собой вот эти вот чемоданы из прошлого. А ты к ним приросла. Вот если взять образно, вот ты весишь 53 килограмма. А с этими чемоданами ты 200. Ну как ты будешь бежать вперед? Какую сферу срочно почистить нужно? Голову твою. А ты что думала, я тебе с глазов наговорю, что ли? Нет, голову почистить. Тебе карты прямо говорят, пусть она голову почистит. Почему? Потому что ты ее старыми убеждениями, чужими оценками, страхами, которые сейчас управляют твоими решениями, забила. Прям до отказа, вот, как вот сказать, до горлышка. Ты до сих пор действуешь по правилам, которые когда-то тебе навязали. А у тебя какие правила? Будь удобной, не выделяйся, рот закрой. Думай, как все. Вот эти установки, они у тебя сорняки. Проросли глубоко и мешают глазкам видеть твоих. Ясно. Понимаешь? Ты анализируешь каждую мелочь, пытаешься все контролировать, но это только усиливает твою тревогу. В итоге что ты сделала? Сама себя загнала в клетку. Здравствуйте, примите, распишитесь. Ты боишься сказать лишнее слово. Всем. Новую идею, например, там у тебя новая идея какая-то охеренная пришла. Я, извините меня, пожалуйста, слово охеренно очень часто принимаю. Ну, а по-другому как тебе объяснить? У тебя новая идея в голову пришла, и ты не скажешь никогда. Понимаешь? Пора этот хлам выбросить. Вот с простого начни. Перестань пережевывать одни и те же свои мысли. Вот знаешь, я тебе сейчас скажу, что надо делать, а ты сделай обязательно. Пусть вот эти вот девочки, которые любят в жертве сидеть, они пусть там остаются, а мы с тобой же дальше пойдем. Вот на бумагу запиши все, что у тебя на душе, все, что гложет тебя. Там страхи, сомнения, вот это вот твое. А что подумают другие? Да насрать.
а потом этот листочек сожги. Понимаешь, только противопожарную безопасность соблюдай. Сожги, и вот хренакс вот так вот в окошко вот этот пепел. И полетели твои страхи куда-то к бабушке в деревню. Понимаешь? Дальше замени старые установки на свои собственные правила. Вот тебе говорили, будь удобной, не выделяйся, там, закрой рот, а ты делай наоборот. Твоя жизнь – это твоя жизнь. Скажи себе самой, вот к зеркалу подойди сейчас и скажи: я имею право ошибаться. Я имею право менять мнение. Не нравится кому-то, идите в огород картошку копать к деду. Это, конечно, не будет мгновенным процессом, но ты должна начать. Иначе так и будешь ходить вокруг да около с этой тяжелой головой твоей. Какой совет? Ограничивать себя перестань, особенно в отношениях. Ты сама строишь стены, а потом жалуешься, что тебе одиноко. Ты боишься другу, мужчине сказать, что тебе что-то не нравится. Ты молчишь, обиду копишь, а потом ты взрываешься. И наоборот, закрываешься, вид делаешь, что все хорошо, хотя внутри какашки кипят, бурлят прям. Это тупик. Тебе, знаешь, нужно научиться прямо говорить. Но без агрессии, конечно, потому что те, кто деда смотрят, все добренькие девочки, но если что, за спиной топор. Поэтому без агрессии. Вот начни с малого. Одного человека выбери, вот с которым есть у тебя какие-то там недоговоренности. Встреться с ним и скажи честно: мне некомфортно, когда ты вот это. Я хотела бы, чтобы вот так. Не оправдывайся, не уходи в обвинение. Просто обозначь свои чувства и предложи вариант. Понимаешь? Если человек не услышит, это сигнал, что отношения стоит пересмотреть с этим человеком. И пошел он в огород картошку копать с узелком за плечом. Но знаешь, чаще всего люди, они адекватно реагируют на это, когда чувствуют искренность. И параллельно проверь, не создаешь ли ты сама проблемы там, где их нет. Например, додумываешь, за других или боишься довериться. Вот работай над балансом. Не тащи все на себе, но и не отгораживайся, конечно же, от мира. Отношения, я много раз говорю, это не обязательно с мужчиной отношения, а любые взаимоотношения с людьми – это дорога с двусторонним движением. Быть жертвой перестань. И надзирателем тоже перестань. Просто начни жить по своим правилам. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки мои любименькие. Почему кажется тебе, что чистка тебе нужна? Ну, ты тут устала. У тебя усталая, знаешь, не просто устала, а у тебя постоянный выбор между тем, чего хочешь ты, и тем, чего ждут от тебя. Эти все окружающие тебя люди. Ты в угол забилась и пытаешься разобраться в своих настоящих желаниях, но при этом ты продолжаешь цепляться за эти старые связи, старые обязательства, которые уже, не резонируют в твоей душеньке. Подруги зовут гулять, а тебе побыть одной хочется, но ты идешь, чтобы не обидеть. На работе тебе говорят: лишняя тебе задача. Это я образно говорю, да? И что ты берешь? Потому что ты не можешь сказать «нет» своему начальнику. В отношениях ты терпишь то, что давно тебе перестало работать, из-за чего страх одиночества. И это создает ощущение, что ты живешь чужой жизнью.
То есть ты делаешь то, что все вокруг хотят. Начальник, подруги, муж, парень, мужчина твой, без разницы. А что ты хочешь-то? Ты этого не делаешь. Пора отделить свои истинные потребности от навязанных, от этих навязанных извне. Чуть матом опять не сказал. Да что ж такое-то? Ты готова к уединению, чтобы вот наконец-то услышать себя, но ты застряла на перекрестке, где нужно четко выбрать свой путь. Отсюда у тебя и чувство. Необходимо все вычистить. Что, конечно же, тебе вот якорем. Какую сферу жизни срочно нужно почистить? Ну, знаешь, рабочий хаос и денежные завалы. Ну, денежные проблемы, я имею в виду. Сейчас ты очень много сил тратишь на вот проекты, которые ни денег не приносят, ни удовлетворения не приносят. Коллеги на тебя все свое скидывают, свои задачи, я имею в виду. А ты молча гривой киваешь, потому что ты боишься испортить взаимоотношения с этими плохими людьми. Начальник тебе там внеурочные добавляет, да без доплат даже. А ты киваешь, оправдывая это опытом. Потому что я опытная, поэтому, а те, они все остальные так себе. Одна я только могу сделать. Да нет, на тебе катаются. И одновременно у тебя копится куча мелких денежных проблем. Счета не оплатил, ненужные всякие, там эти, как их называется-то, забыл. Оплаты, в общем. Импульсивные покупки. И ты пытаешься все успеть. Но в итоге ты работаешь на износ, а результат ноль. Знаешь, перестань разбрасываться. Остановись. Закрой все долги, отмени лишние траты, откажись от задач, которые не входят в твои обязанности. Перестань быть удобной для всех, кроме себя. Сосредоточься вот на одном вот каком-нибудь доходном направлении, да, и доведи его до стабильности. Пока не наведешь порядок здесь, то ты будешь вот как белка в колесе крутиться, но без прогресса. Белка хотя бы там мышцы качает, а ты нет. Какой совет? Знаешь, зафиксируй то, что уже работает. Закрой висящие задачи на работе, там допиши отчет, сдай проект, там неважно. В деньгах погаси мелкие долги, отмени ненужные платежи. Потом устрой себе перезагрузку, возьми выходной, выспись, там пробежку сделай, на массаж сходи или просто с книжкой полежи. Только вот после этого, когда ты отдохнешь, как говорится, на полную катушку, выстраивать пора новую систему. На работе границы четкие должно быть. Например, там я готова помочь коллегам, только вот, например, там в среду с 14 до 16. В деньгах тоже. Заведи отдельный счет для накопления и сразу откладывай 10% там с любой суммы, неважно, 100 рублей, 1000 рублей, $1, $1 000 000, неважно, 10% откладываешь. И не пытайся все сразу изменить. Не получится. Вот выбери одну зону, например, там рабочие задачи, и там первую неделю просто фиксируй, сколько времени уходит на посторонние просьбы. Зафиксируй. А потом научись говорить: идите вы... Я увлекся вами, извиняюсь. Ну, скажи вот там, я не могу это взять, у меня там свои дедлайны, да? И самое главное, перестань винить себя за то, что раньше ты правила не устанавливал. Сейчас ты готова, действовать пора. А все остальные, вот эти вот 99% женщин, которые в жертве сидят, им так и будет жизнь: ой, весь мир против меня. Ты, именно ты, можешь изменить свою жизнь. Поэтому вперед.
И, конечно же, приходи к проживанию арканов. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И всегда помни, что я всегда рядом.